Не утруждайся. Мне опять придется. Да, и намного больше. Ну раз уж ты у компа, тебе и проходить. Ты сам понимаешь, что тогда вернешься. Не ты. Может быть, тогда ты за меня будешь рыбачить? Я могу помочь тебе с рыбалкой. Но для начала победи механиков. Кремонит. Это прохождение террарии за призывателя на легендарной сложности, которое я начал почти 1,5 года назад, извините. И я бы посоветовал вам посмотреть предыдущую часть, но это не обязательно. Итак, в прошлом видео я еле-еле смог убить стену плоти и показал вам свои страдания. Вы оставили много интересных и похожих по характеру комментариев, на которые я бы хотел ответить разом, поэтому ловите стену текста. Первая категория – тактики на стену плоти. Категория 2 – различные веселые не баги, а фичи. Категория 3. Продолжим. После перехода в хардмод я открыл мешок со стены плоти и получил эмблему воина. Это было бы очень печальной причиной убивать стену плоти еще раз, если бы не шиммер, которым эмблему можно легко заменить. Увы, но с оружием так не работает. К величайшему сожалению, хардмод является этапом игры, где тебе уже не нужно исследовать мир, поэтому я вернулся в город и пошел апгрейдить свой гир. Что же мы можем получить до механиков? Посох клинков, посох летучих мышей, и с ним придется сложно, как минимум из-за нерегулярных кровавых лун. Из того, что можно достать сразу же, арахнофобию. В этом плане самонер опережает все остальные классы, которым нужно долго и упорно копать все новые руды для следующей брони, ведь нам нужно уничтожить достаточно пауков. Вместе с броней из их останков также крафтится 2 самонерских посоха, один в качестве миньонов, а один турель, и для всего потребуется 76 паучьих клыков. Прощайте, черти и лягушки. Помимо всего перечисленного, необходимы крылья. Проезжая мимо снежного биома, я заметил застрявшего ледяного голема и решил им воспользоваться. Я люблю ледяные крылья на старте больше всего, даже после нерфов полета, ведь помимо того, что они лучше обычных ангельских демонических по характеристикам, так еще и выглядят прикольно. Ледяного пера я, конечно, не получил, зато ядро нам пригодится для хлыста. Искать ингредиент для крыльев мне не приходится, ведь я еще в прошлый раз выбил перо гарпии, и мне остались только души полета. Хардмод – это эпоха уничтожения мира, поэтому я решил построить небольшой зал, в котором буду выставлять всякие картины. Нет, я не буду специально охотиться за картинами, но и выбрасывать их не хочется. Так что я выкопал пространство слева от холиватора и застроил все переливающимися кирпичами. В процессе постройки заметил кое-что проклятое. Итальянская мафия научила меня не задавать лишних вопросов. Хоть постройка зала и заняла долго, я был рад своему достижению. Следующим моим пунктом по улучшению мира стали телепорты, которые теперь продаются у инженера, а не у стимпанкера. Очевидно, что в будущем мне пригодится телепорт до поверхности, телепорт до шиммера, а также телепорт до данжа. Но пока начнем с малого. Получив все материалы для крутого хлыста, я приступил к постройке телепорта до шиммера. Меня всегда радовало то, что провода не нужно ставить по одному, как в блуке. Время перейти к стандартному геймплею хардмода, а именно уничтожение алтарей. Руды от прошлых алтарей было мало, так что я уничтожил и эти тоже. Все для адамантитового сета на всякий случай, и кирки. В обычных мирах некоторые игроки уничтожают по 3 алтаря, чтобы порча не распространялась, но я никогда их не понимал. Я всегда крошил все алтари, что видел, чтобы потом не разбираться с поиском руды. К тому же в этом мире такая штука, как распространение порчи, на нас не действует. Этот мир и так проклят. Дредноутилус является важной точкой прохождения самонера. Ввиду этого желательно его победить как можно скорее. Но есть небольшой нюанс. Знаете, как именно призывается дредноут? С наступлением кровавой луны я понял, что моего маленького подземного озера для сражения с Наутилусом не хватит, поэтому я приступил к его перестройке. И сразу же ее закончил, почему-то решив, что я могу призвать дредноута, телепортироваться домой и сражаться на тех платформах, которые я построил еще когда убивал глаз Ктулху. Увы, жизнь так не работает, и после телепортации через зеркало, дредноут исчезает. Раз уж речь зашла о рыбалке, есть еще пара комментариев, на которые я бы хотел ответить. Много людей мне писало, что рыбалка на самом деле мощная механика, которую я не понял. И для того, чтобы полностью ее прочувствовать, мне нужно просто выполнить квесты рыбака для получения соответствующей экипировки. В чем-то вы правы, рыбацкое мастерство именно так и повышается и влияет на время ловли. Но мои претензии к рыбалке совсем из другой лиги. Однако я все же начал выполнять квесты рыбака. Зачем? В
первую очередь, из-за обновления у меня нет ачивки за крафт телефона, для создания которого потребуются рыбацкие аксессуары. А также я проверю, насколько сильнее будет рыбалка с фулл-сетом рыбака. Я скрафтил щит Анха через шиммер, и раз уж с шиммером рядом святость, я наконец начал строить арену на королеву слизней и активно пытаться ее убивать. Кстати, насчет биомных мимиков, нам нужен только кремзоновый ради мясных костяшек. Вопрос, а как именно призвать определенного злого мимика в мире, где изначально два злых биома? Получается, в соответствующем биоме? Нет, оказывается, они просто каждую ночь меняются. Души ночи я фармил на ферме бургеров, поэтому бургеры там больше не покупайте. Пам-пам, мехи пришли по мою душу. Если кто не знал, в Get Fixed Boy механические боссы объединены в одного, и зовется это жуть Мехдуза. Чем она отличается от трех призванных вместе механиков? Да в целом ничем интересным, кроме физической связи. Они не могут отклеиться друг от друга, пока голова Скелетрона Прайма не будет уничтожена. Несмотря на это, зубы дробить нам этими ассасинациями будут долго, пока не победим. Во время очередного фарма душ напали пираты, с ними я не справился, потому что они меня убивали каждые 10 секунд. И самое крутое, что я с них получил, алмазное кольцо, которое превращается в дисконтную карту. Вместе с этим получил костяшки и скрафтил перчатку, и решил перековать все на меносинг. В редмоде деньги перестают быть проблемой, и теперь спаунятся мимики, каждый из которых дропает примерно половину платины. Думаю, с этим основные аксессуары на Харамот закончились. Все это время я продолжал сражаться, и примерно на этой попытке понял, что лучшая тактика сражения с королевой – не сражаться. Не в плане мир, дружба, жвачка, а в плане сфокусироваться на уклонении и махать хлыстом в примерном расположении врага, наблюдая за небольшим радиусом возле персонажа, но поэкспериментировать руки чешутся. И я попробовал тпхаться, пока миньоны делают свое дело. Фатальная ошибка. Наконец наступила кровавая луна, и я призвал Дредноута. Он процитировал злого деда из заброшенной избы, и я последовал его указаниям. Опыт интересный, посему создал целый сет адамантитовой брони на воина и различных защитных аксов, чтобы противостоять Дредноуту более простым способом, получать меньше урона. Не помогло. Моя новая тактика на королеву – настоящий самонер. Он призывает удары этим хлыстом. В комбинации всяких перчаток и аксов на скорость можно атаковать настолько быстро, что этим реально можно победить. После нескольких поражений решил апгрейднуть арену в Холло, удлинив ее. Одного удлинения недостаточно. Двух тоже. Но я не об этом. На арене постоянно появляются мобы, которые мешают и урону, и уклонению. Как от них избавиться? Стандартный метод со свечками и подсолнухами не подойдет, поэтому нужно прибегнуть к тому, что было поставлено с релизной версии Террарии. Стены. Поняли, да? Стены поставлены. Короче, для того, чтобы жителю заселиться, нужно, чтобы у дома были стены. Эти стены также имеют эффект. Враги не могут на них спауниться, что можно утилизировать на аренах, но это имеет свои геймплейные минусы, из-за которых можно от всей идеи отказаться. Например, тебе придется их ставить. Для справки, это буквально длина твоей арены в блоках умножить на ширину твоей арены в блоках. И проблема не в ресурсах, ведь каждый блок конвертируется в 4 стены. Проблема в скорости. Это очень медленно, но других вариантов у нас особо нет, поэтому пора выискивать странствующего торговца ради самого сломанного аксессуара в игре – бетономешалка. К сожалению, бетономешалка не поможет с этим. Я наконец достроил арену, добавив стены и телепорты на краях. Телепорты тут нужны для второй фазы, когда королева слизней начнет летать и кидать сверху свои слизневые шары. Если ты без телепортов доберешься до края арены, повернуть и не получить урон будет проблематично. И что, думаете, правильно построенная арена мне помогла? Да. Мне повезло, из королевы выпали все полезные предметы, и теперь у меня есть хоть какое-то интересное оружие. Посох лезвий. Главная механика этих самонов в том, что они имеют отдельные ото всех кадры неуязвимости, что простыми словами позволяет нам атаковать намного чаще, чем могут все остальные самоны с максимальной скоростью. Увы, урон маленький, идеальная перековка у гоблина выглядит вот так. С другой стороны, бонусы к пробитию брони могут сильно повлиять на урон, и мы наконец имеем самона, с которым можно использовать акулье ожерелье и станцию для заточки. В этом мире невозможно передвигаться, мне необходим жезл раздора. Эта фраза в обычном мире Террарии должна продолжаться вопросом другого человека, который звучит как «А не соблаговолит ли ваше величество с благодарностью принять некоторое количество прискорбно благоухающего итога продолжительного процесса пищеварения, трепетно поднесенного к вашим устам на сельскохозяйственном инструменте, как нельзя лучше приспособленного для этого благородного дела». Но фарм вообще не проблема, если знаешь, как строить арену. Просто делаешь длину чуть больше экрана, льешь снизу лаву, освещаешь арену, делаешь дорожки для спауна элементалей, подключаешь активаторы, чтобы враги падали ниже, и делаешь все, что угодно, чтобы не стоять на месте.
В игре есть мобы, которые перестают появляться, как только игра начнет считать тебя АФК. Например, черви, или нужный нам хаос элементали. Есть вариант поставить что-то на пробел и использовать лягушачью лапку для бесконечного прыжка. Либо можно поступить умнее и использовать рельсы. Если не считать того времени, когда я поступал не умнее, получение жезла раздора заняло у меня 48 минут. И 606 урона от дредноута? Без арены дредноута мне не победить. И я начал строить мастер-арену, которую буду использовать на многих боссах, и мне понадобится много динамита. Обязательно ставить платформы не из пепельной древесины, чтобы их можно было убрать лавой. Пробелы в одну клетку для того, чтобы рабы не оставались. Утилизация лучшего механизма в игре – перекачка жидкости. Я перекачал воду на арену из всяких водоемов рядом. Постройка арены заняла 11 часов 51 минуту. Даже не спрашивайте, насколько это весело. Для того, чтобы поймать страшного и шаловливого, я выжидал традиционные кровавые луны, фармил их для кровавых слез, при помощи которых призывал свои кровавые луны, и уже потом рыбачил. Зачем так? Больше кровавых лун в итоге, плюс они не будут призваны во время босса, придется только много спать. В погоне за успехом я забыл важную часть. Гриб. Мой нынешний костюм выглядит слишком скучно и рандомно. В качестве замены я выбрал финалиста конкурса. Костюм какой-то мертвой морской хреновины. Для него требуются кораллы, все остальное у меня есть. С таким костюмом можно и на похороны Дредноутилуса. Я угробил кучу попыток просто потому, что не знал паттерна атак, да и в победную я еле-еле выжил. Но победителей не судят, и теперь у меня есть идеальное оружие для победы над мехами. Теперь точно идеальное. Следующие на очередь получать урон – механические боссы, которых объединили в одного. Мехдуза, именно так зовут это существо, соединена с Келетроном Праймом, и если он падет, боссы разъединятся. Они не имеют никаких либо отбитых механик, как у Стены Плоти, но главная проблема в количестве сегментов. Большую часть экрана будет занимать босс. Хорошее решение этой проблемы – вещи, которые атакуют сразу несколько врагов. У всех классов они есть, и у Саммонера это Морозный Хлыст. Остальные варианты, а именно Посох Лезвия и Посох Ауры Молнии, не будут наносить достаточно урона, чтобы это повлияло на выбор их в качестве оружия. Но несмотря на то, что Снежинка от Морозного Хлыста может хорошо пройтись по всем сегментам, она также может затеряться на спазматизме и ретинайзере, оставив твоих мышей доедать железо. Сами мыши неплохой саммон, но они атакуют слишком мало сегментов. В таком случае есть другой, более зловещий вариант. Зелье Инферно. Я так сильно люблю рыбалку в террарии, что бесконечно готов описывать ее минусы. Например, Отсутствие клёва, ненужная рыба, мешающиеся враги, бесполезные нараны рыбака. А что если бы ты мог отомстить? кому? Разработчикам? Это не решит мои проблемы. Зато это может улучшить твое настроение. Скажи мне, кого ты пытаешься выловить? Рыб. И кто виноват в том, что рыбалка занимает столько времени? Я. Нет, рыба. Все мы знаем, что цель каждой рыбы – превратиться в зелье, но они почему-то не хотят ее выполнять. Можно заставить их сотрудничать с тобой, если вселить страх в их маленькие головы. Ведь тех, кто не хочет быть выловлен, ждет более страшная кара. Тебе всего лишь нужно поставить... Убить Фишерона. Нет, это совсем не то, что я предлагал. Тогда, если ты победишь Фишерона и Мехдузу, у меня для тебя будет небольшой подарок. Фишерон – один из тех боссов, которые не получили никакого апгрейда в плане битвы, но побеждать его в классическом океане мне не хотелось, из-за необходимости очищения. Мы находимся в Get Fixed Boy, где океан проклят, и вместо этого за океан считается биом между адом и поверхностью. Это правило я держал в голове, когда строил свою арену для Дредноута. Она изначально не была для Дредноута, а для всех возможных боссов сразу. Следовательно, я могу призвать Фишерона там. Проверяем! Когда-нибудь я научусь читать. Там было сказано Innermost, а не Outermost. Хотя последний вариант имеет больше смысла. Океан проклят, поэтому там не может быть океана. Увы и ах. Проведя кучу тестов, а именно уничтожение мира на другом персонаже и создание океана в разных частях мира, я понял, что океан – это ложь. Уникальный лут океана и правда ловится в оговоренном ранее диапазоне, но Фишерон не призывается. А знаете почему? Потому что условие призыва – не наличие океана, а расстояние в 338 тайлов от границы мира, что на вике еще написано как необходимые условия для существования океана.
Брехня. Я видел, как акулы спаунятся в морозном биоме. Итак, у нас имеются на руках два океана. Рыболовный, который бесполезен для призыва, и тот, в котором призвать фишрона можно. И для меня это значит только то, что придется строить новую арену. Она находится на границе мира, поэтому специально застраиваю край экрана, чтобы монстры оттуда не пришли. Кого я обманываю? Настоящая причина сделать океан – черная краска. Краска выглядит не так, как хотел. Я достроил океан-арену. Постройка заняла 5 часов 22 минуты. Минус рыбалка, на которой я закончил full сет рыбака. Получил рыбацкий календарь и обнаружил, что рыбалка в пустыне больше не является возможной, так как она проклята. Нет, я не достроил океан-арену, кто-то взял не те платформы. Я не рассчитываю убить фишрона за одну попытку, поэтому мне нужен эффективный способ получения трюфельных червей. И мое решение – ферма. Для постройки мне нужны семена и грязь, благо второй у меня в достатке. Не знаю, как выглядят фермы трюфельных червей у других людей, но я сделал свою ферму маленькой. Почему? Мне лень. Я буду абьюзить появление существ через постепенное перемещение зоны спауна из одной стороны в другую. Короче, просто шататься по сторонам буду. Каждое такое шатание спаунит новых врагов на небольшой дистанции от видимых блоков. Следовательно, ферма должна быть чуть больше экрана. Нам будут мешаться враги, занимая слот мобов, поэтому нужно поставить активаторы на каждый уровень, чтобы быстро сбросить врагов и уничтожить. Хорошо, арена есть, ферма есть, но это, к сожалению, не все. Морозный хлыст, конечно, кул, но фишрон не имеет сегментов, что значит Firecracker будет лучше. Одна маленькая проблема, он со стены плоти. Проблема действительно маленькая, потому что с эквипом хардмода урона в разы больше. Пока занимался небольшим фармом стены, заметил, что гид теперь появляется быстрее, прям намного. Не знаю, с чем связано, но это помогло сэкономить время. Чем хорош Firecracker? Удар хлыстом накладывает на врага дебаф, который при атаке самона наносит дополнительно умноженный на 2.75 урон. Если скорости атак хлыстом и самоном совпадают, это очень много урона по одной цели. Сбор в поход, черви есть, остатки зелий со стены плоти есть, Firecracker на месте. Я готов. Предположу, что он бьет как самосвал, и я никак не смогу защититься. Но проблема не в этом, я просто не успеваю уклониться, он слишком быстрый. Следовательно, возвращаемся обратно к проблеме скоростей. Если я не могу убежать на своих терраспарках, лимит скорости у которых 35 миль в час, то мне нужно что-то быстрее. Асфальт определенно помог бы, но я уже ступил на дорогу мести, и пути обратно нет. Среди доступных маунтов самый быстрый – единорог, и его скорости хватит, если фишрон будет двигаться горизонтально. Однако фишрон не двигается горизонтально. Точнее не так, бесконечно двигаться горизонтально не получится, и придется повернуться, а это означает потерю скорости. Я мог бы бесконечно двигаться в одну сторону, как на арене со стеной плоти, но в тот момент, когда я выйду за границы океана, он впадет в ярость. Благо, есть другой вариант, о котором я вспомнил, когда уже убил стену плоти в первый раз – коньки. Они ускоряют движение на льду, но я, уже немного обученный своими же ошибками, пошел искать реальную силу ускорения. Множитель скорости 1.15. Посмотри на это, коньки. 1.25 при хождении на льду. Круто. Но вы еще ничего не видели. 1.5 множитель, и мне даже не нужно находиться на специальных блоках. Впечатляюще. Очень хорошо. Но давайте увидим предложение Пола. Посмотрите на этот жирный множитель, на эту невероятную скорость. Не могу поверить. Я никогда не пользовался этими ботинками, потому что не нуждался в них. Их можно получить в сундуках подземной пустыни. О нет, она же проклята. Эффект в 1.75 множителя скорости работает только на песке. Значит, нужно добыть песок. А так как я не хочу создавать еще один проклятый океан, мне нужен нормальный песок, и я буду использовать очищающую пыль. Несмотря на скорость 53 мили в час, фишрон почему-то быстрее, чем я. Немного пересмотря запись происходящего, я обнаружил маленькую несостыковочку.
Урон, пусть даже без саммонов, должен быть больше в разы. Это натолкнуло меня на мысль, которую я не хотел принимать. Что может быть причиной усиления босса? Разъяренное состояние. Я зашел на Вики проверить, написана ли у него скорость где-либо, и вместо этого прочитал вот этот замечательный абзац. Двойная защита, увеличение скорости – это наши симптомы. Но кто знает, может в Get Fixed Boy это правило не работает, ведь океан находится по всему миру. Я даже решил рассчитать, правда ли по мне проходит двойной урон. Взял свой кривой, но верный калькулятор урона в Excel таблице, ввел туда значение контактного урона в мастер режиме, то есть 210, и в следующей ячейке получил 373 урона. Делаем вывод, что получаю я не 210. Пробуем двойной урон. И в этот раз я получаю 747 урона. И это больше, чем на самом деле. Однако, это все сейчас была алка-математика, потому что я не учел защиту и снижение урона. В нашем случае, каждая единица защиты забирает единицу урона, а снижение всегда работает по процентам. Вычитаем защиту из урона и еще 17%. И получаем 591, что очень близко к тому, что я хаваю своей рожей. Меня посетило откровение. Никаких дополнительных океанов в этом мире нет. Ни рыбацкий океан посреди мира, ни подземный океан, защищенный от порчи, не являются океаном. Океан – это океан. А еще у меня теперь есть абсолютно бесполезная арена. Представьте, что вам дали книгу, которую вам нужно прочитать и понять смысл. А теперь представьте, что вы читаете ее задом наперед. Это моя ситуация с фишроном. Мне нужно было проверять не условия наличия океана, а условия правильного призыва фишрона. Ну, хотя бы забавно было. Это откровение дало мне еще одну проблему. Может быть, я нашел, где призвать фишрона, но наземные океаны до сих пор прокляты из-за Don't Dig Up. Я не смогу сражаться с фишроном на такой земле, значит, ее надо очистить. Клен Томинатора у меня не может быть по двум причинам. Первое это то, что в Get Fixed Boy он не продается, а вторая, что стимпанкера у меня нет, потому что механиков я не побеждал. Очищающим порошком же я океан буду очищать слишком долго, из-за его радиуса. Неужели мне придется покинуть путь мести к рыбалке и вернуться позже? Ни за что. Есть еще один способ очистить этот мир. Уничтожить. Если не существует проклятых блоков, то не существует и проклятия. На выбор есть добыча буром, взрывчаткой или лопатой. Я ставлю на то, что лопата будет быстрее. Но как же не хочется этим заниматься. Я и так уже 3 арены построил. Вот бы был способ убрать океан быстрее. Настало время пользоваться багами из другой игры. Песок, как и остальные сыпучие блоки, при попытке приземлиться на тайл, который не является ни блоком, ни жидкостью, превратится в предмет. Океан, как вы возможно знаете, состоит из воды и песка. Что произойдет, если океан упадет на рельсы? Для начала необходимо перекачать воду в безопасное пространство, иначе она разольется по всему миру. Кто сливал океан в ад, поймет. Вот и пригодилась мне дополнительная арена. Что же касается уничтожения песка, это выглядит не так круто, как вы могли себе представить. Из-за уровня океана одновременно его целиком не подорвать. Можно, конечно, использовать механическую взрывчатку, но мне как-то лень. Это будет самый скучный океан, потому что песка на дне нет. Часть океана, которая находится за экраном, тоже проклята, и это надо учитывать. После того, как резервуар сделан, возвращаем в него воду, поставить в духовку на 30 минут, и ваш океан готов. Проверяем. Мало того, что урон нормальный, так еще и уклоняться технически возможно без песка. Наконец-то прогресс. Нет, я все же поставлю песок. Пора признаться, я никогда не сражался с фишроном в соло. Обычно я играю в террарию с друзьями, и именно поэтому все сражения с графом у меня проходили в удобной позиции. Кто-то постоянно переманивал его на себя, пока остальные спокойно наносили урон. Поэтому я даже не знаю, чем он атакует. Мне определенно будет весело. Мне есть что сказать насчет урона. Я буду умирать с 3 ударов, учитывая зелье здоровья. И это, скорее всего, будет со всеми последующими боссами. Но это для меня не проблема, ведь в террарии, помимо защиты, уворота и снижения входящего урона, есть еще одна механика защиты. Нет, мы не будем использовать баг с неуязвимостью, просто не попадайся под атаки, лол. За несколько попыток я понял, что в первой фазе у него есть цикл. Сначала он делает 5 рывков, потом пускает пузыри, следом еще 5 рывков, и в конце запускает 2 шаркнада. С этим открытием меня посетила идея построить еще одну платформу из песка, потому что я могу себе позволить. На 6-й итерации я наконец начал понимать, как использовать 2 платформы. Их длины примерно хватает на полные 5 рывков фишрона, и во время атаки пузырями или шаркнада можно легко сменить позицию. К сожалению, после этой попытки у меня закончились запасы зелий и буркеров. В связи с этим я отправился их пополнять.
А самое неприятное я оставил на потом. Вперед! На ферму бургеров. Мистер Президент, Америка пала. Бургеров нет. Из-за перехода в хардмод пул появляющихся в порче монстров изменился, и нужных нам пожирателей там больше не встретить. Тогда давайте посмотрим, что еще из еды можно нафармить. Бекон выглядит удобным, но для этого еще нужна вечеринка. Среди всего перечисленного я выбрал пироги, потому что арена в подземной святости у меня уже есть, а все остальное слишком специфично. Да здравствует Объединенное Королевство! Похоже, не здравствует, потому что я опять все неправильно рассчитал. Ферма бургеров работала как надо не только потому, что там были нужные монстры. Она работала также потому, что эти монстры преобладали, исполнились как кролики из-за того, что это поверхность. Ну, прощай полный баф еды, я буду по тебе скучать. Я наконец получил секстант, последний нужный артефакт, и скрафтил телефон для ачивки, после чего прожал Alt F4 и отправился спать. Ну, новый день, новые приключения. А где мой телефон? Из-за того, что я нажал Alt F4, вместо стандартного выхода случился роллбэк, и мой прогресс не сохранило. Что еще страшнее, я знаю, что сохранение мира и персонажа не обязательно происходит синхронно, и некоторые предметы, которые я, например, вынул из инвентаря и положил в сундук, могут исчезнуть навсегда. С точки зрения игры, я выложил их из инвентаря и положил в совсем другой мир, который перестал существовать. Сколько всего важного я уже успел выложить, включая различные оружия и аксессуары. Да хватит нагнетать, вы сами инвентарь видите. Что я потерял? Боевое столик, которое я фармил до фишрона, но его я вернул быстро, покрытые песком платформы. И самое веселое для вас – секстант для телефона, ради которого мне придется снова рыбачить. Зато, как я позже обнаружил, у меня снова появились зелья, которые я потратил в предыдущих битвах на моей новой арене. Надеюсь, вы зачтете эти зелья за моральную компенсацию. Арену я исправил быстро, добавил подсолнух и приступил к битве. В этот раз я освоил искусство двух платформ, что позволило мне перейти ко второй фазе. И так как его мувсет там отличается, я быстро сдох. Самое веселое в сражении было то, что все это время по моей щеке полз паук, но мне приходилось его игнорировать. А на этой итерации я прожил во второй фазе чуть больше и узнал, что у фишрона 3 вида атак. 3 последовательных дэша, круговой запуск пузырей и одну шаркнадо, которая больше тех, что в первой фазе. Эта шаркнадо держится дольше, поэтому предыдущая стратегия с бегом по кругу не работает. К счастью, есть жезл раздора, который позволяет выбраться. Хотелось проверить все варианты битвы, поэтому попробовал использовать кинжалы вместо летучих мышей. Они хорошо справляются с пузырями, но урона маловато. Я бы сказал, что это более безопасное решение. О, вот и мой телефон вернулся. Спасибо за сотрудничество, рыбак. Помните, я упоминал бекон? Настало время проверить эти 2,5% шанса. С механикой разобрался, но такое количество пикраньят я не хочу ломать вручную, поэтому вывесил их на всю ферму грибов. И результат – 2 бекона. Очень мощно. Решил, что разбивать биньяты на ферме грибов неудобно, и построил коридор для пикраньят. Так правда стало удобнее, и я увидел, что лимит дропа при одновременном разбиении примерно оканчивается такой дистанцией, и все остальное просто исчезает. Всего таким образом с 2000 с фигом пикраньят я получил 34 бекона. Для любителей посчитать чужие деньги, каждый кусок бекона обошелся мне в 82 золотые монеты. Именно поэтому в аэропорте покупать еду нельзя. Вернемся к фишрону. У меня стало лучше получаться, я дольше жил во второй фазе. И удачно использовал дэш-щита для избежания урона, но пока не так хорошо, как хотелось бы. Милорд, зелья закончились. Что вы будете делать? Рыдать. Должен признать, зелья неплохо помогают, но не скажу, что они обязательны. Однако что-то другое мне мешает. Из-за роллбэка мне пришлось ставить песок заново. И только сейчас я понял, что поставил его низковато. Также свеча мира и подсолнух мне не сильно помогали с отводом спауна врагов. И в один момент я задолбался и начал ставить стены. Как только достроил, пытался вспомнить, что еще мне мешало во время битвы. Крылья, переходные моменты между платформами, иногда я слишком медленно поднимался, из-за чего либо фишрон, либо его пузыри меня достигали.
Вертикальной скорости на моих крыльях не хватало, но и никаких других получше я достать не мог. Самым полезным был джетпак, но для него нужна стимпанкер. Но мне не обязательно использовать крылья. Моя новая любовь – маунт с королевы слизней, который дает быстрое поднятие в воздух, а также немного полета. Для передвижения по миру абсолютно ужасно, но ее вертикальная скорость настолько велика, что может сравниться с уклонением. Вдобавок, нижней частью можно отталкиваться от врагов. В то же время, используя обычные крылья, также необходимо использовать щит Ктулху в момент приземления на верхнюю платформу. И если в тебя прилетит фишрон, у тебя уже не будет кадров неуязвимости. Короче, крылатый слизень позволил мне стабильно добираться до второй фазы, что ускорило ее изучение. Настолько хорошо ускорило, что я впервые перешел в третью фазу. Между попытками мне нужно было каждый раз восстанавливать здоровье. Через зелье это делать очень плохо, потому что тогда тебе в битве нужно будет ждать кулдаун. Я использовал все доступные источники пассивного регена. Костер, лампа сердца, стул. Даже дриаду подселил, разве что мед не разлил. Кое-чего не хватало, ремтановой брони. Ее наличие позволяло мне восстанавливать здоровье за какие-то 20 секунд. По сравнению с ожиданием гида по 10 минут, это был рай на земле. Если первую фазу фишрона я уже знал идеально и мог пройти без урона, то во второй фазе моей главной проблемой были шаркнадо. 3 рывка рыбины не давали возможности быстро сменить платформу, и сражение приходилось вести либо сверху, либо снизу. Большей проблемой выступало время активности этих торнадо, потому что пробежав от одной стороны в другую и обратно, прошлое шарнадо могло остаться и значительно усложнить уклонение. Есть рабочий способ избежать атаку – задержать шаркнадо на одной из платформ и телепортироваться на другую при помощи жезла раздора. Но это сложно и, учитывая кулдаун жезла, не всегда безопасно. Глобального решения у меня не было. Я занимался фристайлом, параллельно обдумывая, как сделать вторую фазу более стабильной. Хорошо подумать я не успел, ибо после одной битвы я заметил, что летящих акул в мою сторону почему-то не было. Но не было так не было, что уж. Погодите, а почему тогда я слышал звуки их разбиения об пол? Мое подозрение было верным. При помощи маунта я могу манипулировать движениями фишрона так, чтобы последний рывок он закончился потолком моей арены. Это позволит шаркнадо, не находясь на самой арене, приземлиться моментально и активироваться, не преследуя меня. Моя новая техника – Skip Sharknado. Достаточно двигаться по очертаниям английской буквы U. Таким образом он запускает пузыри, с того же места делает рывок вниз, еще раз в сторону и вверх. Во время того, как он делает рывок вверх, нужно стараться сделать так, чтобы он вошел в потолок под прямым углом, иначе ему не хватит рывка, и он будет чуть ниже. Как только он туда попадет, стоит подождать еще секунду, иначе он скорректирует свое положение ближе к игроку. Что интересно, использование крюка на потолок закинет фишрона чуть дальше, и в случае неправильного угла его можно исправить. Немного полировки этой механики позволило мне добираться до третьей фазы чаще, и это ужасно, потому что в третьей фазе я умирал моментально. Не скажу, что роль играет скиллышью. Я не успевал сообразить, что мне делать, как моментально умирал. У тебя 400 хп? У тебя их нет. Другими словами, опыт я не получал, а зелья уже истощались снова. Папа, не пей, пожалуйста. А я и не твой папа. А меня тут и нет. Я белочка. Даже не шучу, мне реально снилось, как я рыбачу. Я никогда не был на рыбалке. Помимо зелий, мне требовался и хор. И лучшего места для его сбора, кроме как поверхность, я не нашел. Достаточно было бродить по кремзоновой части мира, и хор сам меня находил. Я даже смог получить пустынный ключ, который нам понадобится в будущем. Сколько и хора требуется на 30 фласок? 60. Мне же нужно было 80. А вы сидите и догадываетесь, ради какой дьявольской тактики мне нужен дополнительный ихор. Последняя фаза состоит из беспрерывных резких телепортов и рывков фишрона, и ему все равно, насколько далеко ты убежал. Песок бесполезен, нужно уклоняться, и выхода было 3. Первый – абьюзить кадры неуязвимости щита после дэша фишрона, что выполнить столько раз подряд сложно. Второй – использовать вертикальную скорость слайма, чтобы уклониться от атаки. Третий выход мне нравился меньше всего, потому что использовать телепорты было бы не очень синематично. При должной сноровке можно комбинировать слаймы и щит, но должную сноровку выработать в условиях ваншота весьма сложно.
Как всегда, мой беспокойный ум перебирал различные идеи, и этот раз пищей для размышления стала защита. Нужны ли защитные аксессуары при ваншоте? Я попытался провести различные алгоматематические вычисления, учитывая максимальный фактор защиты и снижение урона. Объяснить эту математику я не смогу, но мой вывод – все бесполезно. Морозный панцирь никогда не сможет помочь, а зелье стойкости и шарф-червь смогут снизить урон на такое незначительное количество, что я все равно умру от второго удара, с зельем жизненной силы или нет. И это при учете моментального использования зелья лечения. Короче, даже ретроградный Меркурий не поможет. Что делать? Снимать шарфы и бегать. Максимальный уход в урон и скилл уклонения, поэтому решил попробовать акульи зубы, а также отбросить большинство зелий, ради которых я рыбачил, в угоду только тех, что дают урон. К счастью, их всего два – зелье призыва и зелье гнева. Рыбачить придется недолго, потому что к этому моменту я собрал уже все возможные апгрейды для рыбалки, какие мог. Они включают фулл-сет рыбака, золотую удочку, Hotline Fishing Hook, ловостойкие снасти, поплавок, зелье рыбной ловли из ящиков, зелье ящиков. Быстрее ли ловилась рыба? Скорее всего, да. Стало ли приятно рыбачить? Определенно нет. Мой главный источник ненависти к рыбалке не зависел ни от силы рыбной ловли, ни от полезного лута. Причина крылась в геймплее. Мне не нравится строить арены, но даже те 12 часов, что я потратил на постройку мастер-арены, мне было проводить приятнее, чем рыбачить. Оба занятия доставляли неприятные ощущения, но когда я строил и умирал от врагов, я играл в игру. Когда же рыбачил, смотрел унылое интерактивное кино без сюжета. Рыбалка что с зельем сонара, что без, требует концентрации, не предоставляя взамен на концентрацию ни капли геймплея. Было бы намного интереснее, если бы была какая-нибудь мини-игра, неважно какого качества. Но вместо этого ты либо залипаешь в экран, высматривая нужную рыбу на крючке, либо ловишь ушами звук поплавка. И все это приправляет тот факт, что во время рыбалки ты ничем другим физически не можешь заняться. Ни музыку послушать, ни посмотреть что-нибудь. Я не понимаю, как можно любить такую рыбалку, но ваши вкусы не осуждаю. Как я уже говорил, большинство зелий, которые я использовал, оказались бесполезными. Рыбалка ради них только тратила время. В итоге я использовал только саммонинг, раф, эндюранс, а также и хор. Для зелья стойкости мне не приходилось рыбачить, ведь нужная рыба ловится в процессе ловли остальных рыб. Бесполезность брони напомнила мне о лучшем зелье. Элли. Да, Эль забирает немного защиты, но защита против Фишрона не нужна. Его вообще можно победить без потери здоровья.
То, что фишроны можно победить без урона, небольшая хитрость с моей стороны, ибо первую и вторую фазу действительно можно стабильно пройти без урона, а в третьей, если ты получишь урон, отправишься на тот свет. Но все же, мой финальный эквип выглядит вот так. Но как можно заметить, щит Ктулху мне не был полезен в третьей фазе. Как только я ее достиг, вместо того, чтобы как обычно смотреть только на своего персонажа, я начал крутить глазами по часовой стрелке, высматривая фишрона, и атаковал в сторону его примерного положения. Не заботьтесь о том, попаду ли я, потому что все мои силы были сосредоточены на предсказании его траектории. Как именно у меня получилось уклониться от всего, без понятий, но сейчас это не важно. Сложный ли босс фишрон? Несомненно. Но если на стене плоти после каждой смерти я проклинал все живое, смотря на количество оставшихся попыток на сеанс, то на фишроне я охотно пробовал еще раз. Умирал я полностью из-за своих ошибок, и обидно за это мне не было. Я знал, что рано или поздно фишрон падет. Но это знание мне не помогало не отчаиваться. Буквально перед победной попыткой я грозился поставить телепорты для третьей фазы. Не пригодилось. В мешке оказался трюфель и цунами. Абсолютно бесполезный дроп. Но своей цели я достиг. В этом мире больше нет тирании и рыбалки. С другой стороны, если я смог победить его один раз, значит я смогу сделать это еще. Окей, 2 раз было достаточно. Теперь у меня есть маленький фишрон. Непривычно, что он какого-то другого цвета, но у меня есть идея, как это исправить. Хоп, порядок. Вместе с питомцем выпала какая-то странная палочка на саммонера, которая призывает мини-шаркнадо. Я надеюсь, она будет того стоить, поэтому хотелось бы проверить ее на чем-то. И кровавая луна мне соблаговолила это сделать. По цифрам уже злобури выходит на 15 урона больше, но это не учитывая сколько... А можно музыку потише? Ура, я победил. Это даже не заняло столько попыток. Погодите, а где сообщение о джунглях? Ой-ой. А для того, чтобы победить Мехдузу, нужно уничтожить всех 3 механиков. Куда делись остальные 2, скорее всего исчезли за экраном. Я двигался настолько быстро, что меня не могли догнать, но для нас это плохо. Помимо атаки и уклонения, теперь еще придется правильно двигаться, чтобы ни один из механиков не исчез. Факт того, что сообщение о победе над уничтожителем появилось, навел меня на мысль, Мехдузу можно разобрать по частям, уничтожая по одному боссу за попытку, и открыть таким путем проход к Плантере. Но это мы проверять не будем, потому что меня пугали Мехдузой, и я хочу узнать, насколько она страшна.
Знаете, было тяжело. Тяжело на вопрос, сколько месяцев ты страдаешь на Мехдузе, отвечать молчанием. И не палиться, что Мехдуза у меня заняла 1,5 часа. Меня пугали силы Мехдузы везде. На ютубе, вне скайпе, даже на Twitch приходили люди и интересовались, как долго я страдаю на Мехдузе. Хочу заметить, в настоящем времени. Зря пугали. С Tempest Staff'ом и Маунтом Фишрона Мехдуза не представляет никакой сложности вообще. Перед битвой мне пришлось поставить водяные дорожки для разгона Маунта, потому что порталы, на которые я рассчитывал, диспаунили босса. Из-за размера уничтожителя остальные части исчезали. Так что я двигался по кругу до смерти червя. А дальше никаких хитроумных тактик не нужно. Совсем иной проблемой была атака самонов, ибо акулы выстреливали под навесом и не попадали, из-за чего ДПС становился ниже. Хотя и при таких условиях Мехдуза пала. Убийство механических боссов дает святые слитки, из которых можно скрафтить дюрендаль, святую броню и оптический посох, который нам вряд ли понадобится. К сожалению, слитков на фулл броню и дюрендаль не хватило, так что пришлось идти на Мехдузу еще раз. Но сейчас убийство сразу 3 сегментов не требуется, мне хватит только уничтожителя из Мехдузы. Это была неправда, и я потратил время. Теперь у меня есть весь нужный эквип для Плантеры. Вы вроде мне что-то обещали после убийства Мехдузы. А, мой выход? Дай сюда. Девочки, мальчики и прочие существа. Сейчас мы будем заниматься проводами в террарии. Для начала мне потребуется куча факелов, чтобы включать их и выключать, тем самым меняя цифры. Построить циферблат вручную с нуля, не зная основы логических сигналов в террарии, сложное дело, но я следовал этому гайду. Для фона циферблата использую белые династийные стены, потому что обои со звездами не нашел. Нужна чернейшая краска, чтобы их закрасить. Возьмем однотонные стены, у которых сильный контраст. Что касается проводов, как говорила механик, их много не бывает. Сейчас мы ставим провода на цифры в таком порядке, чтобы нужным сигналом включалась соответствующая часть цифры. Потом всю эту херобору с каждой цифрой соединяем в 2 провода, и эти провода выводим вверх и вниз по порядку. Все, легкая часть закончилась. Сейчас ваш шанс сбежать. Для того, чтобы эти цифры все-таки начали меняться, необходимо сделать сложный логический механизм, занимающий много пространства. Описывать его работу не буду, потому что это черная магия. Ставьте логические гейты и лампы так, как на картинке. Именно поэтому мне и нужна была смерть механиков. Гейты продаются у стимпанкера. Нижний провод стоит поставить у этих гейтов, верхний у этих. А теперь займемся рисованием проводами. Я предпочитаю ставить их по цветам, потому что так легче запоминать, что уже поставлено. Красненькие ставим так, синенькие ставим так. Запомнили? И не надо, просто проматывайте видео. С зелеными и желтыми запомнить легче. Сначала ставьте под красными сверху, как у меня, потом делайте... через ряд, а желтые... Но это не все, потому что сами цифры мы еще пока не сделали. Доделываем синюю линию сброса счета и ставим в середине провода на гейты по этой таблице. После этого снизу другие по той же таблице. И добавляем оранжевый завиток снизу. Все это нужно подключить к предыдущему механизму. Там сверху берется красный провод и подключается к низу механизма. То же самое нужно сделать с синей линией сброса счетчика. Понятно? Конечно же нет. Я до сих пор не понимаю, как это работает. Работает? Каким-то образом да. Повторяйте это упражнение каждым утром, и редстоун-программист заинтересуется вашей личной жизнью. Для полного теста я взял таймер на 1/4 секунды и подключил его к счетчику, а то негоже важной особе играть в подобие куки-кликера в террарии. Не, даже так это будет долго. Эта конструкция позволяет вручную проверять каждую позицию циферблата, поэтому лучше переключать эти самые позиции. Такой способ проверки правда работает, но он очень неприятный, потому что тебе нужно будет бегать вправо-влево, щелкая на переключатель и проверяя позицию на циферблате. Ой-ой, а кто-то ошибся. Как чинить будем? Сбросить и проверить заново? Нет, для того, чтобы проверять работоспособность, нужно постоянно нажимать на переключатель и в то же время смотреть на циферблат. Это проблематично, если нужный переключатель находится далеко. Чтобы решить эту проблему, мне потребуется помощь. В качестве своего гостя я выбираю Ремонит Твича. Сколько хомяков я смогу съесть? Точнее, мне нужен персонаж, который сможет выжить в хардмодном окружении. И роялти с PvP прохождения террарии со зрителями. Идеальный кандидат. Ты меня обижаешь. В этом и суть. Вся задача персонажа находиться на циферблате, пока я исправляю механизм. И даже так, управлять 2 сразу я не могу. Для защиты наблюдателя я использую турели, что, спойлер, тоже неэффективно. Решение было гораздо проще. Не забывайте подкармливать второго персонажа, иначе он заболеет и умрет.
Следующее предложение, как это починить, инвертировать сигнал от нижней части цифры. Неправильно. Помнив историю с океаном и то, что истина иногда лежит прямо под носом, я уничтожил механизм последней цифры и построил его заново. Итак, ты построил счетчик смертей. Зачем? Я и вручную их считать могу. Да и не то, чтобы я так много умирал. Да, это счетчик смертей, но не твоих. Представляю вашему взору мое величайшее творение на сей день. Машина переработки рыб. Она автоматически спаунит и убивает рыб, а также считает их количество. Таймер на 3 секунды нужен именно за тем, что рыба умирает 3 секунды. Когда достигаются важные рекорды, например 1000 смертей, в чат также выводится сообщение об этом. И что самое важное, раз уж ты победил Фишпона, никто им не поможет. Я бы хотел сказать, что у тебя реальные проблемы с головой. Но подарок мне понравился, поэтому скажу спасибо. Для победы над Плантерой мне потребуется найти ее бутоны в джунглях. И это, как всегда, муторно и неприятно. Вместо этого я построю ферму Бульб, с которой мне не придется каждый раз бегать до арены сквозь джунгли. Эта ферма снова платформа из грязи, и на них также могут вырасти фрукты жизни. Но я не мог так долго ждать, посему отправился в поиски с зельем золотоискателя. Собрал 21 фрукт и один отправил в Шиммер. Пока ферма растет, стоит начать строить арену на Плантеру, ибо она не будет призываться на любой другой арене, что я построил. Как всегда, закупил динамит и пошел в джунгли. Стой, путник! Не повторяй моих ошибок. После победы над Бердузой доступна хлорофитовая кирка, и она, в связке с зельем копания и тортиком, копает быстрее динамита. Насколько? Намного. Постройке арены мешали джунглевые мимики, появляющиеся в мирах Celebration MK10. И оставляющие после себя ничего, кроме смешных бесполезных предметов и кипящего желания свернуть кому-то шею. Ой. В джунглях без стен было очень темно. За этим я пошел на армию древнего ради Light Beta. Но после одной победы одумался. Мне всего лишь нужно зелье света и зелье ночного видения. Знаете эту старую тактику, где нужно разлить мед внизу арены, чтобы отскакивающие шарики Плантеры не мешались? В этот раз я решил не рисковать и взял медовые бомбы для этих целей. Кроме постройки арены, особо не подготовишься. Даже никаких новых аксессуаров помимо эмблемы, которая будет хуже. В Get Fixed бое Плантера немного больше, быстрее двигается, чаще стреляет лепестками, имеет больше лоз. И самое главное, вставляет блоки из розовых шипов, от которых получаешь урон. После поражения приходится очищать арену от ее жижи. Для этой битвы обязательно нужно подготовиться, ибо бульбы все-таки не растут моментально. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. You know the music search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, Well, that was cool, but then I heard a rumor, Your crew was riding for the white cliffs of Dover, Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. We'll lose you to the consumer solution. Come on, it's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Girl, I want it, you got it. Your body's like a narcotic. The thought is autoerotic. Come on and break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it. Take it as far as you let it. Come on and break it on down. That the spot'll get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on, it's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. We rock like Colorado, get right at throwing bottles. We give
give a fuck about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy that's projected. The way that the whole collective consciousness arise like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them, but our style's fucking top like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Не так давно я делал на канале опрос, который звучал как картоха или рыба. Так вот, вы не угадали. Этот опрос не был о ваших вкусовых предпочтениях. И правильный ответ – рыба. Мне даже особо нечего про эту битву сказать. Лицо Плантеры на экране надолго не задерживалось, и урон происходил за экраном. Крутись по арене, уничтожай шипы, пока твои самоны делают за тебя всю грязную работу. Шаркнадо делают жизнь легче. Жалко, поясницу не вылечат. Всю битву я выбирал шипы вместо атаки, и это никак не повлияло на урон. Вот он, настоящий геймплей самонера. С мешка компоста не выпало ничего полезного. Но это не важно, потому что и не может. Штормики будут наносить больше урона, чем пигмеи могут мечтать. С убийством Плантеры я решил повыбивать маленькие, недоступные ранее ачивки. Получил золотой обед, попытался создать Сквайра. Все-таки посвятил его в Сквайры и повторил шутку из прошлого видео от третьего лица. А теперь открою вам секрет. Я играю в Get Fixed Boy, чтобы делать смешные нарезки смертей. Спасибо за просмотр и за ваши теплые комментарии. Я решил закончить это видео на Плантере по двум причинам. Первое. Время поджимает, и судя по сценарию, это видео вышло больше, чем я бы хотел. Вторая. Мне предстоит сражение с императором.